И буду вязать резиночку 1 на 1. Выровнять необходимо все петли, чтобы не перекрутились. Так, все везде я прошлась ровненько. И вяжем резинку 1 на 1. Тут узоры никакие не делаю, так как это такое букле, и не видно будет узоров. Первую кромочную снимаю. Спицы у меня 8 миллиметров. Дальше вяжу резиночку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Продолжаю вязать резиночку 1 на 1. Спицы у меня 8 миллиметров. Вяжу бомбер снизу вверх поворотными рядами. Посмотрю, это у меня, наверное, будет последний ряд. Или, может быть, еще один довяжу. И дальше буду вязать уже просто лицевыми. Очень красивые нитки. Такой цвет пудровый. Мягенькие. Не тяжело вязать их. Главное, чтобы петельки не терялись. Так как это букле, потом тяжело будет поднимать эту петельку, если вдруг вы ее потеряете. И так продолжаю вязать до конца ряда. Довязала я резинку. Вышло у меня 6 рядов резинки 1 на 1 поворотными рядами. Следующий ряд, 7, я буду вязать изнаночными. Я хочу выделить эту резинку, чтобы она, когда смотришь, что она так выделялась, эта резиночка. И для этого хочу провязать изнаночными все петли. Поэтому 7 ряд вяжем изнаночными. И так вяжу до конца ряда. Довязала изнаночный ряд. Следующий ряд у меня тоже будет изнаночный. Так как это у меня лицо. Этот вот я провязала резинку, потом изнаночный. Вот изнаночный, его видно. Хочу, чтобы он выделял резинку. Поэтому следующий будет еще раз изнаночный, чтобы с этой стороны уже были лицевые петли. Провязываем снова изнаночный ряд. Первую кромочную снимаю и до конца ряда вяжу изнаночными петлями. Так, довязала 8 ряд изнаночный, переворачиваю и вяжу дальше лицевой ряд. И дальше буду так чередовать лицевой, изнаночный, чтобы у меня на лицевой стороне, вот видите, как раз я выделила изнаночными петлями вот эту резиночку. И дальше все у меня будут лицевые с лицевой стороны, а изнаночные с изнаночной стороны. Это у меня 9 ряд, лицевые петли. Кромочную снимаю и вяжу до конца ряда все петли лицевыми. Девочки, провязала я вверх 35 сантиметров. 35 сантиметров изделия. 35 сантиметров вверх. Теперь буду разделять изделие на 3 части.
У меня изначально было набрано 78 петель. Вот 78 петель, их необходимо поделить на 2, чтобы узнать, сколько на спинку оставлять, сколько на полочке. Вышло у меня 39 петель, из них 38 я оставляю на спинку, и по 20 у меня будут полочки. Мы довязали до вот этой части, снизу вязали цельное полотно у нас до вот этой части. Дальше у нас будут проймы. Поэтому нам необходимо разделить изделие на 3 части. Будем вывязывать сначала одну полочку, затем вторую и спинку. Спинку будем потом соединять по плечам. И уже потом будем вывязывать рукава. Нитки у меня Juliet Premium. Значит, 88% шерсти и 12% полиамид. Так, в 100 граммах у меня 95 метров. Вот таких вот мотков у меня 3 было. Довязала я спинку. Сейчас буду делать скос плеча и вот такую выемку на горловину. У меня всего по спинке 38 петель. Я разделила их на 3 части. У меня вышло не целое число, 12,66. Ну, это очень легко исправить. Мы берем на горловину 12 петель и на плечи по 13 петель. Далее, смотрите, что я делаю дальше. Значит, разделила 5 петель, 4 и 4. Для того, чтобы поворотными рядами я сделала вот этот уклон. Дальше на горловине я вот эти вот петли, что посередине горловины, я их не трогаю. Здесь у меня 6 петель. И от них я отделила 2 петли и еще одну. С этой стороны и с другой стороны тоже 2 и еще одну. Это у меня получается как верхушечка горловины, верхушка горловины, и пошло на наклон плеча. Здесь идентично, точно так же. 13 это 5 петель, 4 и 4. Я начинаю вот с этой точки. Я провязываю первый ряд, провязываю плечи, все 13 петель, и захватываю одну петлю горловины. Это будет у меня первый ряд. То есть я отсюда лицевыми вяжу 13 петель по плечу и одну петлю захватываю горловины. Разворачиваю изделие и вяжу в обратном направлении до вот этой точки. То есть 5 петель первых я уже не провязываю. Это мой второй ряд. Далее я разворачиваю изделие и провязываю только 4 петли и еще 4 до вот этой точки. Получается вот так вот. Раз. Это будет третий ряд. Далее я разворачиваю изделие и провязываю только вот эти 4. Эти уже не провязываю. Это будет четвертый ряд. Далее мне из этой точки необходимо будет оказаться вот в этой. Я все петли, значит, это у меня будет лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Лицевой ряд у меня будет 5. Я все петли провязываю горловину, иду на второй скос плеча и провязываю, не довязывая вот эти 5 петель. Так у меня получится вот такой небольшой скос плеча. И точно так же я буду проделывать все как с правой частью. То есть сначала не довяжу, потом вернусь, затем вернусь, здесь не довяжу 4 петли
И уже пойду на горловину. Ну, сейчас я все покажу вам уже детально. То есть здесь все понятно. 38 поделила на 3, оставила по 13 петель на плечи и 12 горловина. И далее из них уже выделила одинаковое количество с левой стороны, с правой стороны. Как я буду делать это все поворотными рядами. То есть у меня все это будет цельно. Цельно я не буду вязать сначала одну часть, вторую, а все у меня выйдет сразу одинаковое количество убавок с одной стороны и с другой стороны и горловина. У вас может быть другое количество петель, так как у всех нитки разные, набор петель также разный. Провязываю 13 петель и одну петлю горловины. Тринадцать петель и одну петлю горловины. Теперь разворачиваю изделие. Перекидываю петлю на правую спицу и вот так набрасываю нить и тяну за нить. У меня получается уже здесь 2 петли. Это такой немецкий способ. Это мне нужен для того, чтобы горловина была так аккуратненько, не слишком закругленная, а так плавно. И дальше продолжаю вязать изнаночный ряд, не довязывая вот этих первые 5 петель. Вяжу до конца ряда изнаночный ряд. Вот у меня моя ниточка, это мой маркер, и 5 петель я не довязываю, то есть исключаю из работы для того, чтобы у меня образовался скос плеча. Разворачиваю изделие и вяжу третий ряд, третий лицевой ряд, не довязывая последнюю одну петлю. Переснимаю лицевую на правую спицу, не провязывая, и делаю следующее. Беру ниточку, набрасываю и натягиваю. Вот у меня выходит 2 петли. И дальше продолжаю наше вязание до следующего разворота. Все, провязала я вот эти 4 петли и еще 4 петли и делаю следующий разворот. Вот я нахожусь в этой точке, горловину я уже не захватываю и буду вязать по плечу. Иду на разворот, разворачиваю изделие. И также переснимаем первую петлю с левой спицы на правую. Перебросили, накинули нитку, протянули и удвоили петлю. Вот она. И продолжаем вязать дальше. Смотрим на схему. Мы сейчас вот в этой точке, и мне необходимо связать вот этот ряд до вот этой точки, мои 4 петли. Вяжу 4 петли. Эту мы считаем как за одну, 2, 3 и
4. Все. Это наш скос плеча. Мы выполнили скос плеча. Затем разворачиваем изделие. Вот это у нас скос плеча. Затем нам необходимо оказаться вот в этой точке. Значит, мы развернули изделие и вяжем все петли, провязываем все петли до вот этой вот точки. 5 первых петель мы провязывать не будем. Нам нужно сделать точно так же, убавить, как мы убавили с этой стороны. Также и не довязать с этой стороны, чтобы получился одинаковый угол. Поэтому развернули вязание. Мы сейчас вот в этой точке развернули и все петли провязываем до вот этой точки. Вот мы можем даже себя перепроверить. Значит, у нас мы находимся вот в этой точке. Значит, у меня должно быть 5 и 4, 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот маркер. Раз. Вот это двойную считаем как за одну. 2, 3, 4, 9. Все, мы в этом месте. И сейчас провязываем до вот этой вот точки все петли лицевыми. То есть мы окажемся, еще раз, вот тут. Думаю, всем понятно. И вяжем все петли лицевыми. Но для начала нам снова необходимо удвоить первую петлю. Снимаем, накидываем вот 2 петли и далее продолжаем вязать все петли лицевыми. Считаем как одну, когда перекинули. 1, 2, 3 и 4. Далее у нас идет вот эта двойная петля, которую мы перекидывали. Нам ее необходимо провязать как одну. Поэтому мы берем, для этого мне нужно подхватить обе половинки петли. Это я делаю так вот снизу, слева направо. Думаю, вам видно. Вот она, моя двойная петля. Еще пушистая, плохо видно. Я думаю, вы поняли. И вот так вот провязываем 2 петли эти вместе. И дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. Если нам попадаются снова эти двойные петли, мы провязываем их так, как я показала. Вместе, захватывая обе стеночки. И вот я довязываю последнюю петлю. И вот эти 5 петель, которые у меня с левой стороны, я не провязываю. Разворачиваю наше изделие. И все проделываю точно так же, как и с правой частью. И теперь я буду провязывать от этой точки до вот этой точки. Буду провязывать 4 петли и еще одну. Вот эти 2 петли я их не провязываю. То есть эти я уже не провязала. Теперь я вот эти еще 2 тоже не провязываю. Итого мне нужно провязать 9 петель. Для этого снова я переснимаю первую петлю.
Набрасываю ниточку. Протягиваю. У меня здесь образуются вот 2 петли. 1 и 2. Вот раз, два. И дальше вяжу, я ее считаю как одну. Дальше вяжу по схеме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я оказалась вот здесь. Вот эти 2 петли я не провязала. Вот я оказалась в этой точке. Вот эти 2 петли не провязала. Разворачиваю свое изделие. Вяжу в обратном направлении уже вот до этой точки. Разворачиваю изделие. Снова переснимаю первую петлю. Набрасываю. Получаю 2 петли. Продолжаю вязать. Это 1 считаю. 2. 3, 4, 5. Все, довязала я до точки, до вот этой. И снова разворачиваю изделие. Всегда можно себя перепроверить. Вот у нас 5 петель, 4 петли я вот в этой точке. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. 1, 2, 3, 4. Вот это тут двойная петля, поэтому мы ее считаем же как одну. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Все правильно. 5 петель и 4 петли. Вот я нахожусь вот в этой точке. Здесь мы снова развернули наше изделие. В этот раз мы будем вязать только 4 вот эти петли, так как вот эти и вот эти мы исключили, вот эти и вот эти мы исключили, остается вот эти. Мы вяжем вот эти 4 петли. Значит, перебросила я первую петлю, накидываю нитку, удваиваю петлю. Это у меня 1. И дальше 2, 3 и 4. Все петли мы здесь провязали, также идентично с правой стороной. Все у нас точно одинаково. Это у нас горловинка, это у нас скос плеча. Разворачиваем наше изделие и провязываем петли до конца ряда. И учитываем то, что у нас будут попадаться вот эти двойные петли, которые мы будем провязывать как одну. Первую петлю перебрасываю, но уже не делаю двойную, и просто провязываю до конца ряда все петли лицевыми. Вот у меня двойная петля. Захватываю снизу. И провязываю вот эти 2 петли вместе. Снова двойная. Также снизу так, что-то тут уже не то.
последняя кромочная, изнаночная. Так, дальше разворачиваю изделие и провязываю вот эти. Вот я сейчас здесь провязываю теперь все петли до конца изнаночной. До конца все вяжем изнаночными петлями. Первую кромочную снимаю и далее все петли. Все, довязала я до конца. Значит, покажу вам, что у меня вышло. Это все мои маркеры. Сейчас ряд можно закрыть петли любым удобным для вас способом, а можно не закрывать, так как я буду вывязывать еще воротничок. По плечам я буду сшивать петля в петлю техникой. Значит, смотрите, у меня небольшой скос. Вот, я вам выше покажу. Вот у меня небольшой скос, горловинка и по второму плечу. Смотрите, у меня скос на одном уровне с плечами. То есть это здесь я на картинке так нарисовала. У меня скос вот это начало скоса плеча у меня на одном уровне с вот этим вот углублением. Вот это на одном уровне. Если вам необходимо глубже вот такое углубление делать, то такой способ не подойдет. Там необходимо высчитывать угол. Вот этот треугольничек, высоту надо будет высчитывать. Поэтому у меня углубление на одном уровне. Самое главное это сделать вот такую визуальную картинку, чтобы вы наглядно видели, как вы эти петли будете убавлять. Для себя начертите, не бойтесь и пробуйте. Первое изделие всегда вам будет страшно вывязывать, а далее уже вам никаких расчетов особых делать не нужно. Вы просто берете общее количество петель, у меня это было 38, делите их на 3 части, то есть выделяете левое плечо, правое плечо и горловину. У меня это вышло 13, 13 и 12, так как число было не целое, поэтому я разделила вот так. И уже от этих цифр вы себе разделяете, как вы будете убавлять плечо укороченными рядами. И вот этим немецким способом, где мы делали двойную петлю, очень классно тем, что совсем не видно эти петли. Не видно, где мы их провязали. Ну, еще, конечно, у меня нитки такие пушистые, объемные, что вообще погрешности, в принципе, вообще никаких не видно. Такой способ удобный еще тем, что у нас нитка идет цельная, нигде не обрывается. Если вдруг у вас что-то не вышло, вы можете всегда распустить и начать вязать заново эту горловину. Здесь, я думаю, вам также все понятно, что мы довязывали сначала до вот этой точки, делали разворот и вязали до этой, потом делали разворот, вязали до этой, и снова разворот и вязали до этой. Потом мы развернулись, провязали до конца ряда, и уже от конца ряда мы все петли провязали изнаночными петлями. Точно так же мы проделали, как и с правой частью. Если вдруг какие-то вопросы, пишите в комментариях. Все петли спинки мы уже провязали и перебрасываем их на бросовую ниточку. Будем вязать полочки и затем будем вывязывать горловину
по полочкам. Довязала я 2 полочки, одну уже закрыла, сейчас буду закрывать вторую. Значит, смотрите, как я рассчитала. По спинке у меня горловина 12 петель, плечи по 13. Значит, полочки у меня по 20 петель. Значит, на плечи я оставила 13, так как буду закрывать петля в петлю. И остается 7 петель у меня одна полочка и 7 петель вторая полочка, горловинка. Я их разделила как 3, 2, 1 и 1. То есть буду закрывать сначала 3 петли, потом 2, потом 1 и еще одну. Также и с правой частью. Сначала я закрыла левую часть, сейчас буду закрывать таким же способом правую часть. Здесь у меня начинался ряд с лицевой, а здесь у меня начинается ряд с изнаночной. Я буду закрывать петли в изнаночных рядах. Отметила я 7 петель, которые мне необходимо будет закрыть. Первую петлю снимаю, изнаночный ряд у меня. Провязываю изнаночной, перебрасываю. Это я закрыла одну петлю, вот эту вот, из 3 одну петлю. Дальше снова изнаночная, закрыла вторую петлю, опять изнаночная, и я закрыла третью петлю. Дальше вяжу до конца ряда изнаночные петли. Довязала до конца ряда, разворачиваю изделие. И вяжу лицевые. Не довязывая одну петлю в конце. Все, одна петля у меня, разворачиваю изделие. Изнаночный ряд. Перебрасываю петельку. Здесь мне надо закрыть 2. Перебрасываю. Это я закрыла уже 2 петли. И дальше вяжу до конца ряда. Изнаночная. Довязала до конца ряда, разворачиваю изделие. Вяжу лицевые. У меня остается 3 петли, 2 петли. Последнюю не провязываю. Разворачиваю. Изнаночная. Перебрасываю. И вяжу до конца ряда. Разворачиваю изделие.
одну петлю не довязываю. И мне необходимо закрыть последнюю петлю. Провязываю изнаночную, перебрасываю и вяжу до конца ряда изнаночные петли. И вот что у меня вышло. Так, вот что у меня вышло. Сейчас буду сшивать плечевые. И потом буду вязать рукавчик. Рукав я набирала 30 петель. Самым обычным способом поднимала из вот этой проймы петли. И у меня круговыми рядами я вязала по кругу нужную мне длину. В конце у меня здесь резинка. Резинка у меня 1 на 1. Здесь я уменьшила с 30 петель, сделала 18 петель. 15 мне показалось мало. Я уменьшила до 18 петель. И также вяжу второй рукав. Довязываю второй рукавчик. Все то же самое. И затем буду вшивать замочек. И здесь у меня будет замочек. Замок буду вшивать в самую последнюю очередь. Девочки, вот я провязала уже до того момента, когда мне необходимо вязать воротничок вот этот. Значит, буду вязать, он у нас вот здесь будет замочек, он у нас будет состоять, вот смотрите, я нарисовала уже схему, я буду набирать сейчас петли из вот этой вот части, спинка, и до вот этой части. Получается, не буду добирать немножко с одной стороны и с другой по полочкам. Мы потом будем добавлять петли, чтобы у нас вышел такой воротничок. Вот такой вот. Набираем петли из изделия. Я начинаю вот из этой точки. Сейчас я сделаю маркерами, отмечу с двух сторон, до какой точки буду набирать петли. Вот для себя я отмерила. У меня вот с двух сторон маркеры. И я начинаю вот так с левой стороны набирать петли. Немножко ниточки оставляю. И с вот этой кромочной поднимаю петли. Спицы я взяла 2,5 миллиметра. Можно взять и двоечку. Я хочу, чтобы такой плотненький был воротничок. Если вы хотите, чтобы он был более такой объемный, то спицы берите толще. Все основное изделие я вязала спицами 8 миллиметров. Можно брать 10 миллиметров. А воротничок уже взяла поменьше, чтобы он был таким плотненьким.
Все, я дошла до маркера. Вышло у меня 37 петель от маркера до маркера, 37 петель. Здесь по полочке до плечевого шва у меня 6 петель. Я для себя отметила с одной и с другой стороны. По спинке 25 петель набрано. Все, теперь, значит, закончили мы набирать и оказались на изнаночной стороне. Теперь мы вяжем резиночку 1 на 1 до конца ряда, то есть до нашего маркера. И провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так вяжем до нашего маркера. Эти нитки букле очень хороши тем, что не видно всяких погрешностей при вязке. Но единственное, что когда вот вы вяжете лицевая и изнаночная, то поначалу не слишком видно, где у вас лицевая и где изнаночная. Надо присматриваться тут внимательно. Ну, дальше будет рисунок уже вырисовываться, узор. А пока на начальном этапе, то необходимо смотреть. Значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываю до конца ряда. Изнаночная у меня. Вот, довязала я до конца ряда. И теперь вот отсюда, из того, что мы оставляли, то есть из вот этих вот, из вот этой части, мы будем добирать 2 петли. То есть это моя изнаночная сторона. И я отсюда буду добирать 2 петли. Одна петля. И вторая петля. И для себя я отмечу, что я добавила 2 петли с этой стороны. Разворачиваем изделие. Теперь у меня лицевая сторона. И вяжем в обратном направлении до конца ряда нашу резиночку 1 на 1. Но уже смотрим по узору. Значит, как мы заканчивали, вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая, значит, это изнаночная, это лицевая. Первую снимаю. Тут внимательно смотреть, чтобы узор совпал. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Значит, начинаю с изнаночной. Дальше лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. У вас количество петель может быть другим. Вы смотрите по своим размерам. Кто-то вяжет ребенку, кто-то вяжет на взрослого. Воротник может быть разный. Все зависит от ваших спиц, от ваших нитей, от того, сколько петель вы подняли. Но приблизительно схема одна и та же. Вы просто добавляете нужное количество петель в конце ряда, и у вас происходит такой росток. Увеличивается у вас количество петель и образуется такая форма воротничка. Здесь сужение, а дальше будет по спинке широкая. Довязываю я до конца ряда. Вот мой маркер. И это мой лицевой ряд. Я здесь тоже добавляю 2 петли. Вытягиваю 2 петелечки. Раз. И 2.
Вытянула, разворачиваю изделие. Для себя здесь отмечаю, что я добавила 2 петли. И иду в обратном направлении, смотрю по своему вязанию, на чем я закончила. Смотрю. Лицевая, изнаночная, значит лицевая, изнаночная. Первую снимаю, сняли, и дальше по узору вяжу до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя у меня изнаночная. И здесь я добираю изнаночными 3 петли, получается, в изнаночном ряду. Буду поднимать еще 3 петли. Раз, два, три петли. Для себя запишу, что я здесь добавила 3 петли. Разворачиваю изделие. У меня лицевая сторона. Продолжаю вязать в обратном направлении. Смотрю по узору. Я думаю, принцип понятен. Будем так поднимать до тех пор, пока не дойдем до конца до конца полочки. Так, первую я сняла. Дальше смотрю. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая. Лицевая. Довязываю. И последняя у меня лицевая. И здесь добавляю также плюс 3 петли. Для себя отмечаю, что добавила с этой стороны 3 петли. Значит, вот еще не остается, видите, чуть-чуть. Разворачиваю изделие. Вяжем в обратном направлении. Это у меня уже изнаночный ряд. Так, смотрим, что у нас тут. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Первая у меня лицевая. Дальше изнанка, лицевая. То есть мы добавили, у меня было 37 петель набрано. Мы добавили с каждой стороны по 5 петель уже. Сначала добавляли в первом ряду 2 петли, вернулась, добавила с этой стороны 2 петли, вернулась, добавила 3 петли, вернулась, добавила 3 петли. Сейчас вяжу в обратном направлении и будем смотреть, сколько добавлять. Кто-то по 3, кто-то по 4. Вы смотрите, какая высота у вас еще должна быть воротника. Может быть, вам необходимо больше добавлять. Вы уже смотрите по изделию, как лучше. По 3 петли добавить еще с каждой стороны, или по 2 добавлять постепенно, чтобы увеличить сзади воротник. Это уже индивидуально, каждый решает. Довязали до конца, добавляем 3 петли. 3 петли, разворачиваем изделие.
Довязываю до конца ряда и также добавляю 3 петли. И записываю себе, что добавила еще 3 петли с этой стороны. И вот у меня остается совсем немножко с этой стороны. И также вот немножко с этой, ну где-то на 2 петли. Буду добавлять уже 2 петли в конце. Сейчас разворачиваем изделие и вяжем в обратном направлении. Такой воротничок выходит. Это изнаночный ряд. Смотрим по рисунку, как у нас идет. И последняя изнаночная. И поднимаю еще последние 2 петли. Две петли подняла, записываю и вяжу в обратном направлении. Довязала до конца ряда и поднимаю последние 2 петли. Все, подняла последние 2 петли, разворачиваю изделие и провязываю еще один ряд, а потом буду закрывать петли. Итого у меня получилось 4 прибавки с каждой стороны по 10 петель. С одной стороны я добавляла 2, потом 3, 3, 2 и также с другой стороны. Провязываю последний ряд, лицевая и изнаночная. У вас может быть больше прибавок. Если воротник у вас больше или вы прибавляете меньше петель, не по 3, а по 2, то может быть у вас еще один ряд будет прибавок. Последняя петля изнаночная. Все. Сейчас покажу вам воротничок. Это уже можно снять. Сейчас вечер, у меня лампа включена. Ну, я вам еще при дневном свете покажу. Уже завтра сниму полностью. Вот такой воротник мы с вами связали. Вот видите, здесь мы добавляли, и у нас здесь узко, и дальше идет на расширение, и здесь уже по спинке широкий. Тоже он очень аккуратный. Сейчас будем закрывать петли удобным для вас способом, любым, каким вам нравится, таким вы можете закрывать. Это ниточку наизнанку. И здесь замочек вшивается до вот этой части. Такой выходит воротник, тоже очень аккуратный. Плотненький воротник вышел, мне нравится. И закрываем до конца ряда.